Ребят, ачма у вас тоже получается. Не переживайте, попробуйте. Вот наш результат. Пальчик здесь держу ее. Покручу. Вот так покажу. И это забираю внутри. Так лучше выглядит. Вот. Всем привет, ребят. Очень много человек спросили у меня ачма, как можно приготовить. Спасибо большое вам. Мои рецепты очень много людей интересуют, приготовят, делают. Я так еще раз повторяю, что я приготовлю, вы тоже можете готовить дома. Поэтому я простой рецепт постоянно сдаю вас. Мы большая семья, поэтому я приготовил много. Как раз. А вы, конечно, сколько человек, сколько размер вы сам отличаетесь. Очень много вопросов бывает. А сколько миллилитров вода? Я постоянно говорю, ребят. Вода, разница сдают муку. Везде муку разные. Я вам говорю, тесто должно быть такой. Вы сам регулируете эти. Нам нужно живая дрожжи, обязательно живая, ребят. Сухая нет, живая. 2 стакана вода, 3 яйца, 2 стакана теплого молока, 1 стакан подсолнечного масла, соль, сахар и внутри нужно сливочное масло. Сливочное масло, конечно, мягче надо. Мука сколько? Турецкая мука, это очень тонкий мука, ребят. Я 2 килограмма делю. Если хотите за 1 килограмм, разделить на все пополам, добавите. Начинаем. Сегодня, конечно, необычный у нас большой штук. Забрали руку. А сначала начинаем, ребят. Самое важное это, посмотрите. Теплая вода. Два ложку, даже 3 ложку сахар и дрожжи. Дрожжи надо сначала открыть, ребят. Если вы приготовишь ваш бизнес продавать, это ночью приготовите тесто, пусть до утра огромная шишка, тогда еще будет красиво выглядеть и очень вкусно будет. Конечно, у нас нет такой ситуации, ждать никто не хотят. Дрожжи уже готово, ребят. А сейчас молоко теплое, обязательно теплое молоко должно быть. Масло. Яйцо. Яйцо 2 желток убираем. Сверху. А другой прям внутри. Еще раз смешаем все вместе. Очень много людей говорят, почему руками смешиваешь? Каждый мастер свой, ребят. Я руками люблю. Я так видел, мой мастер. Должна быть каждый человек свою руку вкус отдавать тесто. Очень много людей есть, приготовят с аппаратом, там чужой человек тесто делает, он сам придет, приготовит. Это, конечно, невкусно будет такое. Должна быть все сам делать,
тогда будет замечательно. Ребят, муку сдаем помедленно. Очень помедленно. Сообщим, как раз не сможем. Вот. Начинаем перемешать. Еще соль не давали, ребят. Когда муку сдаем, один раз смешиваем. Вот сейчас можно отдавать соль. Соль сколько поздно, сколько хорошего. Около 2 ложки. Когда наши рядом начинают коми, которые первый раз в своей жизни работают, коми самая нижняя должность. Когда коми начинают с нами, а мы сначала коми сдаем такой рецепте, пусть приклеят свою руку теста, и тогда узнают, какая тяжелая работа. Настоящими не тяжело. Если глаза портят его, очень тяжело, бросает идет, и значит он повар не сможет. Если человек хочет еще узнавать, там дальше хочет, значит человек, да. Других муку. Ребят, а я масло, подсолнечное масло 1 добавил. Размер должно было 2. Вместо эти я вставляю вода, потому что жирное я не люблю. Внутри будет еще масло, очень жирное будет. Если одно водой вставляешь, и тогда не жирное будет. Ребят, рядышком вот такое подсолнечное масло, она приклеит. Надо руку под подсолнечным маслами. И сейчас можно смешать. Вот такой тесто. Около 7 минут примешал. А сейчас эта красота оставляем. Дыхать будет ждать 45 минут. Ребят, прошла у нас час, чуть побольше. Сколько больше вы ждете, сколько хорошего будет. Я немножко бросил, больше час. Сейчас покажу. Вот тесто огромное осталось так. Конечно, это внутри все воздух. Отличное тесто. А сейчас рабочее место, ребят. Вот такое масло. Побольше масла вставляем. На это надо везде. Ваш рабочий стол должен быть маслом такой. А сейчас тесто убираем туда. Ребят, раньше мы делали шарик, как эта форма смит. А теперь других систем есть. Очень просто. На эту булочку начинку нет. Конечно, бывает. Но я не советую начинку мы. А сейчас других руку масло. Тесто, конечно, красиво делаем и откроем руками. А сколько можете, ребят, сколько можете, открыть. Тесто просто отличное, ребят. Бывает тесто эластичное, это не эластичное. Тесто слушает мастера. А сейчас, ребят, сливочное масло возьмем, а везде надо подмазывать.
Масло у нас 180-200 грамм около. Если у вас тесто тоже такой дырка, это не важно, ребят. Важно, что везде должно быть сливочное масло попасть. А сейчас, ребят, осторожен. Смотрите. На это внутри какой размер, не важно, ребят. Вот, и здесь тоже подмазываем. Конечно, эти ачма идеальны для бизнеса, ребят. Делать очень просто и очень вкусно. А сейчас, ребят, о второй части закрываем сверху. Немножко руками откроем, сколько можете. На это почему делим внутри, который масло есть, разваливается везде. Должна быть попасть везде. Сколько можете, ребят. А сейчас только половинка будем масла, не полностью. А сейчас нам придется, ребят, это надо сбить. Надо подмазать везде. Сейчас, во второй части закрываем сверху, ребят. Видите? А сейчас тесто надо красиво делать. А теперь масло, работа закончилась. У нас было 170 грамм масла. Я пользовался 100 грамм. Много масла не надо. Должна была сопу добавить. Много не надо, ребят. А сейчас начинаем. Что? И здесь осторожно, ребят. Смотрите. Около 2 пальчик размер порежем. Если у вас дома есть эта пицца, порезать, это очень просто. Я не люблю эти работать. У меня тоже есть, я не люблю. А сейчас быстро покажу, ребят, как готовить форма. Мы порезали вот такой форма. А сейчас двойной. Видите, сколько этаж? Вот так держим, немножко тянем и крутим. Когда до конца крутим, немножко тянем. Видите? А и здесь приклеим, ребят. Потому что это масло очень много, приклеить немножко тяжеловато. Вот, форма такой. Вставляю. Вот и здесь, которые, еще раз покажу. Которые сами средненько сюда, ребят. Видите? Мои пальчики здесь. Пальчики здесь держу. Покручу. Вот так покажу. И это забираю внутри. Так лучше выглядит. Вот. Остальное тесто будем круассан готовить. Для круассана, конечно, еще надо этаж. Еще масло вставляем. Опять закрываем. А сейчас сколько можем, откроем. Вокруг все масло собираем. Немножко откроем, ребят. Вот так.
Уже тесто есть. А что надо? Порезать, ребят. На форма треугольник порежем. Остальное вы знаете, ребят. И здесь надо порезать немножко. Вот. Покурите. Порежем, ребят, смотрите. Откроем. Вот так, потом курите. Ребят, когда теплая кухня, тесто долго-долго ждать не надо. Холодное место нужно, потому что внутри есть очень много масла. Масло все разморозить. Тесто тоже бросит в себя. Конечно, быстро надо было делать все. Я сейчас делал. Ребят, долго ждать не будем, потому что здесь жарко. У меня нету большой холодильник сохранять. А сейчас быстро подмазываем желток. Желток внутри есть, у вас есть, ребят, пекмес. Капельку. Немного, капельку. Смешиваем. Пекмес дают красиво выглядеть, ребят. Если вы будете готовить ваш бизнес, обязательно делайте этим. Выглядит очень красиво будет. Аккуратно. Везде должно попасть. Духовку подключаем 180 градусов вверх-вниз и вентиляция. Дальше подмазываем. Ребят, я обычно подмажу руками. Короче, это тесто дрожжами. Внутри есть уже воздух. Если руками потрогаю туда, все это потеряет. Тогда некрасиво будет. Ребят, кунжут. Если есть у вас, добавите. Если нет, не надо. Я люблю. Короче, наш Аня не любит. Круассан она будет, остальное мы. Уже готово, ребят. Будем жарить. Духовка готова. По одному жарить будем. Вот так средненько. Немножко низу ставили. Закрывали. Около будет 18-20 минут, ребят. Готово будет. Посмотрим результат какая будет. Ребята, 17 минут прошло. Вот наш результат. Сразу второй. Ребята, второй поднос тоже готово. А теперь выключаем. Каждую печку разные, вы знаете. Ребят, вот самое первое, низу такой. И один круассан возьмем. Какой возьмем? Круассан. Горячий очень. Вот это забираем. Ребята, мы будем попробовать молодой человек. А сейчас я вам хочу показывать, как получилось у нас. Булочку. Смотрите внутри. Смотрите, сколько этаж.
Просто очень вкусно, ребят. Очень. Рядышком, конечно, чай. Летом это чай жарко. Арбуз самый хороший вариант. Рядышком. Ися, как вкусно? Да, очень вкусно. Ребят, ачма у вас тоже получается. Не переживайтесь. Попробуйте. Профессионально никаких помощь не нужно. Я вам показал. Самая крутая система. Вот, внутри не нужно начинки. Если начинка хотите, конечно, начинки тоже получается. Но начинки я не советую, потому что это тесто очень много этажей есть. Начинки вокруг все ходит. Так вид не очень красиво бывает. Так очень вкусно получилось, ребят. Приготовите. Пишите меня. Отправите фото, как получается у вас. Ребят, поставьте лайк. Всем Увидимся. На свидание. Всем пока. пока, опять подписывайтесь на канал, ставьте лайки.